Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, почему мандарины полезны и каким людям они противопоказаны. Досмотрите видео до конца и подпишитесь на канал. Не забудьте ставить лайки. Приятного просмотра! Для многих запах мандаринов – это запах праздника, волшебства и ностальгии по детству. Сочные оранжевые плоды помогают почувствовать новогоднее настроение не хуже, чем наряженная елка. Один только аромат этих фруктов создает ощущение праздника. Больше всего мандаринов появляются на прилавках в декабре. Тут есть все от миниатюрных китайско-японских плодов до крупных гибридов родом из Турции, Марокко и Туниса. Мы выяснили, как выбрать самые сладкие и сочные мандарины, что будет, если переборщить с новогодним лакомством. Мандарины растут на небольшом вечно зеленом дереве. Они созревают в ноябре и декабре, поэтому в англоязычных странах фрукт принято называть рождественским апельсином. По сравнению с другими цитрусами, мандарин обладает более ярким запахом, а его шкурка легче отделяется от мякоти. Родиной цитруса считается Китай. Именно там возникла традиция отмечать зимние праздники с мандаринами. Кроме других новогодних подарков, каждый гость обязательно преподносит хозяевам дома 2 мандарина в знак пожелания финансового благополучия. Дело в том, что на китайском языке словосочетание «пара мандаринов» звучит почти так же, как слово «золото». В мире насчитывается около 200 разновидностей и гибридов этого фрукта. Они отличаются по форме, весу, цвету кожуры и вкусовым свойствам. На российских прилавках обычно встречаются такие сорта, как клементин, муркот, надаркот, сацума и шивамикан. Из них самые сладкие – первые 2. К нам цитрусовые привозят в основном из Китая, Марокко, Египта, Турции, Алжира и Ирана. Не менее популярны мандарины из Абхазии и Азербайджана. Мандарины – богатый источник витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ, а поскольку плоды растут на деревьях, нет в них тяжелых металлов и радионуклидов, которые могут накапливаться в почве, мандарины укрепляют иммунитет. Мандарин содержит много витамина, которые так необходимы в холодный сезон. Он активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с инфекциями и вирусами. Концентрация витамина зависит от условий транспортировки. Так, если при перевозке плоды перемерзли, его будет немного. Больше всего аскорбиновой кислоты содержится в клементинах. Нормализует работу кишечника. Фрукт содержит клетчатку, причем как растворимую, так и нерастворимую. Первое – служит пребиотиком и стимулирует рост полезных бактерий, которые улучшают пищеварение и восстанавливают микрофлору желудочно-кишечного тракта. Вторая – помогает перистальтике кишечника. Благодаря этому другие питательные вещества усваиваются лучше. Один средний мандарин восполняет 8% суточной нормы пищевых волокон. Мандарины снижают тревожность. Мандарины эффективны в борьбе с тревогой, беспокойством и стрессом. И дело не только в ярком цвете плодов, входящие в их состав витамины группы В защищают нервную систему и мягко успокаивают. А витамин С регулирует работу надпочечников, сокращая синтез гормона стресса кортизола. Кроме того, эфирные масла мандарина – одно из лучших натуральных средств от бессонницы и плохого настроения. Помогают при простуде. Не удаляйте белые прожилки, когда чистите фрукты. Они содержат флавоноидный бюллетен, который обладает выраженным противовоспалительным эффектом. При простуде также советуют пить чай из мандариновой кожуры. Он хорошо лечит сухой кашель, разжижает мокроту и выводит ее из легких. Аскорбиновая кислота помогает предотвратить обезвоживание при повышенной температуре, а масло мандарина препятствует размножению бактерий и грибков. Мандарины ускоряют обмен веществ. Несмотря на то, что в мандаринах довольно много сахара, они низкокалорийные, способствуют снижению веса. Калий и кальций в их составе улучшают обмен веществ, а клетчатка вызывает ощущение сытости и надолго утоляет голод. Американские исследователи из университета Уэйк-Форест выяснили, если добавить в ежедневный рацион 10 грамм растворимой клетчатки, можно избавиться от жировых отложений в области живота и сократить риск ожирения на 3,7%. Улучшают состояние кожи. Благодаря обилию витаминов и С-цитрус улучшает состояние кожи. Кроме того, мандарины ускоряют заживление раны, борются с преждевременными признаками старения, морщинами, сухостью, снижением эластичности кожи.
Аскорбиновая кислота также стимулирует синтез коллагена, белка, который необходим для строительства костей, сухожилий, волос и ногтей. Мандарины защищают почки от камней. Вы можете есть мандарины чаще, чтобы снизить риск образования камней в почках. Ученые из университета Фридриха II в Неаполе выяснили, что диета, богатая цитрусовыми, увеличивает уровень цитратов в моче. Эти вещества тормозят кристаллизацию и осаждение солей кальция, которые превращаются в твердые отложения кальцинаты. По словам исследователей, большинство почечных камней появляются именно из-за низкого уровня цитратов в моче, снижают риск развития новообразований. Флавоноиды в составе цитруса не только снимают воспаление, они защищают организм от дисбаланса свободных радикалов и окислительного стресса, который может привести к повреждению тканей и появлению онкологических заболеваний. Кроме того, эти антиоксиданты могут подавлять рост раковых клеток. Причем полезны не столько мякоть мандаринов, сколько их кожура. Там больше всего флавоноидов, по их количеству она обгоняет кожуру лимона и грейпфрута. Мандарины укрепляют сердечную мышцу. Мандарины содержат алкалоид синефрин, который снижает уровень плохого холестерина, а еще в них много калия. Он выводит излишки воды, нормализует артериальное давление и укрепляет сердечную мышцу. Не менее полезен для сердца витамин соты. Он делает стенки сосудов прочными и эластичными. Кроме того, аскорбинка помогает лучше усваиваться железу. При его дефиците сердцу приходится работать сверх нормы, чтобы обеспечить кислородом все тело. Вред мандаринов. Несмотря на всю пользу мандаринов, некоторым людям они противопоказаны. Цитрусы запрещены при остром нефрите, гепатите и холецистите. Также о них лучше забыть тем, кто страдает язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Врачи не советуют увлекаться мандаринами при энтерите, колите и гастрите с повышенной кислотностью. Дело в том, что фруктовые кислоты, содержащиеся в мандарине, раздражают слизистые кишечника и желудка. По этой причине фрукт не стоит есть натощак. Кроме того, как и другие цитрусовые, мандарины – сильный аллерген. Они могут вызвать сыпь, отек рта и даже анафилаксию. Кроме того, мандарины могут навредить людям с сахарным диабетом, так как в их мякоти содержится большое количество сахаров. Им стоит употреблять этот фрукт с осторожностью или полностью убрать его из рациона. А из-за обилия клетчатки мандарины могут стать причиной вздутия живота и метеоризма. Педиатры не рекомендуют давать цитрусы детям до 3 лет. Взрослым, по словам диетологов, в день можно съедать не более 5 плодов. При этом после каждого их употребления стоит полоскать рот водой. Друзья, на этом все. Берегите себя и будьте здоровы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, и нажать на колокольчик. А также прошу вас помочь мне набрать 5000 подписчиков. Всем пока!